Эмма была молодой женщиной, которой едва исполнилось 20, но судьба распорядилась так, что ее юность превратилась в медленное угасание. Болезнь, что каждый день отнимала силы, почти полностью приковала ее к постели. Она знала, что ее конец близок, и в последние недели сделала отцу одну странную просьбу. «Когда меня не станет, папа, похорони меня в объятиях мамы. В том же гробу. Я хочу снова уснуть у нее на руках». Габриэль замер. Сердце сжалось так, словно его пронзили сотни игл, но он поклялся исполнить это желание. И вот настал тот день. Небольшая церковь старого европейского городка наполнилась скорбью. Люди молчали, только свечи мерцали под сводами, тело Эммы покоилось в гробу, ее лицо было бледным, словно выточенным из мрамора. Габриэль стоял рядом, сжимая в руках белую розу. Его глаза были воспаленными от бессонных ночей. Он уже потерял жену 2 года назад, и теперь смерть забирала дочь. Жизнь будто решила уничтожить все, что у него было. Но просьба Эммы должна была быть исполнена, и потому в храм внесли останки Маргарет, скелет, завернутый в белую ткань. Служители похоронного бюро во главе с господином Лораном несли его с величайшей осторожностью, словно каждая кость хранила дыхание. Люди в зале не верили своим глазам. Кто-то отворачивался, кто-то крестился, кто-то застывал, будто видел древний ритуал. Маленькая Аделин, младшая дочь Габриэля, наблюдала широко распахнутыми глазами, не понимая, но чувствуя, что это неправильно. Она подошла и спросила тихим голосом: «Папа, это мама?» Габриэль присел, обнял ее и прошептал: «Да, моя милая, теперь они будут вместе». Девочка кивнула, но ее взгляд был тревожным. Доктор Элизабет, женщина, которая много лет лечила Эмму, подошла и нерешительно сказала: «Ты уверен, Габриэль? Может, лучше похоронить их рядом, но в разных могилах?» Но он лишь покачал головой. «Нет, доктор, это было ее желание. Я дал слово». Служители осторожно положили останки в гроб, и Габриэль сам поправил руки Эммы так, чтобы они обнимали кости матери. Наступила тишина. Люди один за другим подходили проститься, кто-то шептал слова, кто-то молчал. Когда все отошли, у гроба остались только Габриэль и Аделин. Девочка прошептала: «Мамочка, позаботься о ней на небесах». Отец не выдержал и заплакал. Потом крышку закрыли, и процессия двинулась к кладбищу. Был холодный день, ветер срывал снег с крыш. Когда гроб опустили на ремнях в землю, Габриэль услышал тихий голос: «Мама». Он замер, роза выпала из его руки. «Кто-нибудь еще это слышал?» — спросил он, задыхаясь. Доктор Элизабет попыталась его успокоить. «Наверное, это был ребенок. Здесь много семей». Но он покачал головой. «Нет, это изнутри». Аделин, не в силах устоять, прижала ухо к крышке и вдруг вскрикнула: «Они разговаривают! Мама зовет Эмму!» Толпа зашумела, люди переглядывались, кто-то отшатнулся, кто-то закрыл лицо руками. Габриэль сорвался. «Откройте гроб! Сейчас же!» Лоран пытался его удержать, но отец сам сорвал защелки. И когда крышку подняли, все увидели невозможное. Глаза Эммы были открыты, она дышала, губы ее дрожали, и хриплый голос прошептал: «Что происходит? Где я?» Габриэль рухнул на колени, обнял ее и зарыдал. «Ты вернулась, моя девочка! Ты вернулась!» Аделин бросилась к сестре, прижалась к ней, и они плакали вместе. Но все увидели и другое. Останков Маргарет больше не было. Скелет, который лежал рядом, исчез бесследно. Гроб был пуст, кроме живой Эммы. Позже ее отвезли в городскую больницу. В коридорах шепотом передавали, что девушка, которую готовили к похоронам, идет своими ногами. Врачи сделали все анализы.
кровь, снимки, исследования и не нашли ни малейшего следа болезни. Ее тело было абсолютно здорово. Доктор Элизабет листала отчеты и не могла поверить. Но чтобы понять, что произошло, нужно вернуться назад, в тот день, когда Габриэль потерял жену. Маргарет ушла рано утром за лекарством для Эммы. В те дни ее болезнь только начиналась, и мать старалась найти все, что могло бы помочь. Она села в машину и поехала в соседний город, обещая вернуться до полудня. Но домой она так и не вернулась. Вечером раздался звонок. Холодный голос полицейского сообщил о страшной аварии. Габриэль уронил телефон, его крик эхом разнесся по дому. Аделин прижалась к нему, не понимая, что случилось, а Эмма рыдала, обвиняя себя. «Если бы не моя болезнь, мама не поехала бы, и она была бы жива». С тех пор боль поселилась в их доме. Габриэль работал днем и ночью, чтобы оплатить лечение. Аделин старалась быть сильной, но именно Эмма угасала быстрее всего. Она часто сидела у окна, держа в руках фотографию матери, и шептала: «Я не могу без тебя». Именно тогда, в одной из больничных палат, когда ее тело было уже слишком слабым, она позвала отца и сказала тихо: «Папа, когда меня не станет, похорони меня с мамой. Я хочу снова быть рядом с ней, обнять ее. Только так я смогу найти покой». Габриэль сначала отказался, умолял ее не говорить так, но она настаивала, и он поклялся исполнить это. И потому, когда ее сердце остановилось, он настоял на том, чтобы останки Маргарет вынесли и положили рядом. Теперь же все изменилось. Эмма жила. Болезнь исчезла. И хоть скелет Маргарет больше никто никогда не нашел, Габриэль, Аделин и сама Эмма знали правду. Мать пришла к дочери, обняла ее, и ее последнее прикосновение стало чудом. Иногда, когда они сидели втроем за столом и смеялись, легкий ветерок касался их щек. И они понимали, где-то рядом, невидимая, но живая в их сердцах, стоит Маргарет. И с того дня Габриэль больше не чувствовал себя раздавленным, потому что вера в то, что любовь сильнее смерти, жила в их доме. А когда по вечерам огонь свечи в комнате Эммы шевелился сам по себе, никто не пугался, ведь все знали, эта мама вернулась ненадолго, чтобы посмотреть на своих детей, убедиться, что они счастливы, и снова раствориться в тишине, оставив после себя только тепло и надежду. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.